своими ощущениями от посещения сетевого саммита 2016 года. Было ли вам интересно и полезно встретиться с коллегами и обсудить актуальные вопросы? Добрый день. Вы знаете, я очень приятно удивлен, потому что в саммите удивительно сочетается некая кулуарность, то есть достаточно небольшой набор гостей с одной стороны, а с другой стороны достаточно широко представлены не только российские, но и партнеры из стран и ближнего и дальнего зарубежья. И это дает возможность обсуждать действительно профессиональные вопросы на достаточно высоком профессиональном уровне. Мне кажется, что подобный формат очень удачен именно для специалистов телекоммуникационного рынка, потому что задачи, которые мы решаем, узкоспециализированы и не всегда пересекаются даже с бизнес-задачами. Удивительно удачна сама организация саммита, то есть минимальное количество накладок, стремящееся практически к нулю. Мне очень понравилось. Ну и как петербуржцу меня не может не радовать, что это происходит в Петербурге. И удивительно повезло с погодой, я считаю. Второй вопрос у нас про инфраструктурные проекты Ростелекома. Они во многом сердце Ростелекома, определяют успех проектов, работающих поверх них, да, в том числе и каких-то сторонних проектов. Вот как меняется инфраструктурный ландшафт в последнее время именно относительно Ростелекомовских? Вы абсолютно правы. Для Ростелекома инфраструктурные вопросы – это достаточно серьезный объем задач, на мой взгляд, гораздо более серьезный, чем для любых других операторов, так как Ростелеком в основе своей, в общем, оператор фиксированной связи. Действительно, современные тренды в развитии телко, они предъявляют к нам достаточно высокие требования, и мы стараемся им соответствовать. В частности, основная стратегия развития Ростелекома сводится к внедрению SDN-технологий на сетях. Сейчас даже пока сложно найти термин. Сети становятся более софтверными. И инженерная компетенция, которая еще 15-20 лет назад была основной составляющей оператора фиксированной связи, уступает место компетенции айтишной. Управление сетью поднимается в облака, управление сетью глобализируется с одной стороны, с другой стороны инженерная компетенция все так же остается необходимой. Основные тренды, которые на сегодняшний день существуют в инфраструктурных проектах Ростелекома, это укрупнение сетей, это упрощение управления сетью, это снижение стоимости, в первую очередь, оказания услуги и упрощение оказания услуги. Это отслеживание трафика, это скорость управления трафиком, это вопросы оптимизации time to market для, в том числе, магистральных продуктов, операторских услуг. Основное, конечно, это SDN, NFV, DVDM, понятные, в общем, на самом деле, на сегодняшний день направления развития крупных операторов связи. Верит ли Ростелеком в интернет вещей и какие проекты в IoT компания рассматривает как приоритетные и в чем может заключаться помощь вендора, например, при их запуске? В интернет вещей Ростелеком однозначно верит и однозначно видит необходимость участия в этих проектах. Представляет интерес то, каким образом Ростелеком на сегодняшний день смотрит на этот процесс. Дело в том, что кроме простых и прямых вызовов для оператора связи, то есть увеличения трафика, увеличения объемов хранимых данных, если мы посмотрим на слоеный пирог IoT, существует еще достаточно серьезный объем проблем, который на сегодняшний день никем не решается, и в этой части Ростелеком видит достаточно серьезные перспективы развития бизнеса. Дело в том, что кроме, как я уже перечислил, понятных и именно телекомовских задач, таких как увеличение трафика, защита персональных данных, в которых Ростелеком занимает лидирующие позиции на российском рынке, существует понятие экосистемы IoT,
так как в ней задействовано достаточно много производителей и программного обеспечения, и вендоров. И для того, чтобы можно было сбалансировать эту систему, для того, чтобы можно было хеджировать риски, которые возникают, упростить, необходим некая бизнес-интеграция этих процессов. И именно в этой части Ростелеком видит достаточно серьезные перспективы. Если оценить то, что сейчас говорят аналитики о рынке IoT, на сегмент просто телекомовских услуг приходится 5-10% оборота. Это передача данных, процентов 5, процентов 10 это то, что связано с защитой персональных данных. А порядка 50% это именно бизнес-интеграция именно этих процессов, это выстраивание устойчивой, в первую очередь, низкорискованной системы применения IoT в нашей жизни.